Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания Толеранс, ваш надежный проводник и помощник в Турции, который знает все, и я, Назар Давыдов. Представляешь? Поэтому, друзья, внимательно смотрите на бренды и зачастую, что это такое? Это такая штука, которую турки называют шехрие. Это на самом деле... Есть у меня еще два вопроса, которые сейчас задам Лене, потому что мне непонятно, что вот это за штучка и что вот это за штучка. Сейчас мы ее спросим. Что происходит? Да, вот мы нюхаем на шатырь, а турки нюхают. Привет! Привет! С вами Лена. Назар Давыдов. И компания Толеранс, ваш надежный помощник в Турции. И сегодня, друзья, мы проведем следственный эксперимент. Мы попробуем закупиться вместе с Леной продуктами и товарами первой необходимости на целую неделю. Сделаем это, да? Сделаем. И нам попался в обзор магазин БИМ, достаточно бюджетный. Накупим еды на целую неделю на 3 человек. Вот, На семью из 3 человек. На семью... Ребенок, мама, папа. Ребенок, мама, папа. И поможет Лена. Пошли. Идем. Ну что, сейчас мы попробуем выяснить, что почем на неделю, как мы договаривались. Да, на 3 человек, на семью Так, из 3 вот человек. мы сразу хлеб, булка. А хлеб давайте не будем. Да, давай не будем брать. Ну, примерно лира 95 и 3,25. Да, лучше в пекарне, вот он. Но я хочу взять хлеб для бутербродов, для сэндвичей. Я делаю горячие сэндвичи ребенку в школу. Вот я одну такую возьму, как раз ему на всю неделю есть. Отлично. Чаю. Что у нас? Мед есть к чаю. Вот есть варенье. Я очень люблю вишневое варенье. Вот стоимость такой бутылки, баночки $1. Недорого, нормально. Да. Это очень известная турецкая марка чаев Doğadan. Вот это на основе абрикосов, да, чай для похудения, форм. Ну, у нас идеальное тело, поэтому не надо. Так, идем дальше. Что у нас? Так, ну вот у нас всякие сладости, всевозможные печенья. И вот у меня товарищ очень любит вот эти вот чизи. И вот совсем недавно, Лен, я обнаружил, что есть вот такие вот очень схожие одна на одну вот печенюхи. Есть там небольшая разница. Вот. 15 курочек. Да, на самом-то деле. Представляешь? Поэтому, друзья, внимательно смотрите на бренды и зачастую не брендовые вещи, то есть, точнее еда, тоже точно такая же. Могу порекомендовать в подарок, если будете ехать на родину из Турции, можете взять очень недорого и достаточно качественно. Да, всего вот. 8,45. 8,45 курушей. Макароны, всевозможные сорта макарон. Мы возьмем спагетти. Что это такое? Это такая штука, которую турки называют шехрие. Это на самом деле тоже макаронные изделия. Ну, как, похоже очень на рис. Да, совершенно верно. И они с рисом немножко вмешивают его, обжаривают, оно становится коричневого цвета и варят вместе с рисом. Из-за этого рис не однотонно белый, а интересный. Килограмм риса стоит 5 лир 95 курушей. С ним я сделаю куриный суп, просто отварю как гарнир. И сделаю фаршированные перцы, зейтиньялы, бибер, долма. Мы продолжаем исследование, и вот подходим к томатной пасте. Тут Лена уже что-то взяла. Я выбрала томатную пасту в жестяной банке. Уже до Пасхи осталось сколько? Почти 5 месяцев. И мне пригодится эта баночка, чтобы выпекать куличи. А вот, друзья, то, что я знаю. Есть супчики, они очень здесь вкусные и относительно недорого стоят. Вот по 85 крушей. Вот такая вот щорба таук, то есть куриный супчик. Я вот увидела, что сучок по нормальной цене 8,50. Я, пожалуй, возьму такой сучок с яичницей назад. Он острый или нет? Этот нет, потому что если острые, они прям пишут, перчик рисуют и пишут аджи. Вот так вот, да? Вот, да, аджи. Я возьму, пожалуй, вот такой кашар пеймир, да, это твердый молочный сыр.
И стоит он у нас 10,45. Нормально, нормальная цена. Лен, а что вот это вот такое? Я бы вот такого бы взял. Может, непонятно и красиво. Ну, это еще и вкусно. Это долма, завернутая в внутри же рис, да? листья. Да, внутри рис. О, отлично. Сколько он стоит? Он стоит 2 лиры 45 курушей. Лен, смотри, что нашел. Вот это вот очень вкусная штуковина, но не знаю, как она называется. О, это чи-кёфте. И еще и дурюм, потому что завернутые в лаваш острые котлетки из булгура со смесью приправ. 3 лиры 25 курушей. Масло. Сливочное масло. 7 лир 75 курушей. А такое берем? Давай возьмем белый сыр, свежий. Я такое тоже, честно говоря, бы ел. Как брынза. Да. Берем. А цена? А цена белый сыр 10 лир 95 курушей. Вот, свежая до 14 числа, замечательно. Я беру всегда целую, экономически выгоднее брать целую. Вот, мне нравится, в принципе, вот эта вот фирма Икетап. Советую, так что берем одну. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда в курсе всего самого важного и эксклюзивного о жизни Турции и Анталии. О, а вот очень интересное решение. 2 баночки вкусной рыбы за 6,95. Почти 7 лир. 2 баночки. Можно добавлять салат. Но, как выяснилось, Лене такое не надо. И вот еще есть такое решение. Это такие вот бобы с вилочкой. Очень хорошее решение для холостяка. Можно так раз, быстренько поесть, выкинуть и даже не мыть посуду. Я такое дело очень люблю. Лабне 4,65. Очень хорошее решение. Можно его и со сладостями, и так с бутерброд на семид намазывать. Вот так вот. Вообще сладости отдельная история. Около 2 лир они стоят. Всегда они очень свежие. Тут и с профитрольками, и каких только нету. Очень вкусно и рекомендую. И вот то, что знаю, собственно, лично пью, охлажденное кофе. Есть и латте, и черное кофе, и очень-очень вкусно. А вот есть у меня еще 2 вопроса, которые сейчас задам Лене, вот, потому что мне непонятно, вот, что вот это за штучка, и вот, что вот это за штучка. Сейчас мы ее спросим. Лен, скажи, пожалуйста, help, что это такое, что это такое? Честно говоря, вот с этим я не очень знакома. Я это пила несколько раз, называется это боза. И я знаю, что это пшеничный напиток, и обладает он очень высокой энергетической ценностью. А это шалгам. Это рассол из такой красной острой моркови. Вот мне кажется, что как раз его с крепкими напитками я и видел, что пьют. Да, скорее всего так. Мы возьмем прям жирный айран. Процент жирности 2%. И стоит он 3 лиры 25 курушей. Берем небольшую баночку йогурта. Стоит 7 лир 40 курушей. Это дорогой йогурт, потому что он сюзме. Это и пожирнее, и послаще. Ну вот даже эклеры здесь. Ух ты. Эклеры. Ну, эклерами наших не удивишь. А если... Ну, тоже не удивишь. А вот если в подарок куда-то ехать... Халва в подарок. Вот. Почем там? 5,75. Отлично. 5,75, 6,45. С какао, с грецким орехом, с фисташками. Обычная, простая халва. Халва простая. 4,95. Так, а вот она картошка, она же картофан. С 3,50. Вот так вот это выглядит. Очень все подобрано, вкусненько. И но вот лучок. Мы не берем, потому что уже купили на базаре. О, вот такие вот я знаю, люблю. Берем? Берем. Обязательно возьмем. Оливки 5 лир 25 курушей. Так, вот овощи. Но овощи мы никакие не берем, потому что все покупали на базаре. Ввиду того, что там знаем человека, который продает это все подешевле и покачественнее. Яйца. Яйца мы покупаем в такой упаковке. Нам, в принципе, на неделю хватает 15. Сколько там штук? 15. Угу. Я так как дома не завтракаю, вот, ребят, моих вполне хватает. Проверим, все ли в порядке, все отлично. Ага. Стоимость яиц 6 лир 25 курушей. Красная чечевица 4 лиры 75 курушей. Но это, друзья, информационный плакат. Почти каждую неделю они меняются, и на разные группы товаров происходят разные скидки. Вот на сей раз вы видите соленья скидка, уксусы скидка и сладости тоже скидка. Постоянно что-то скидывается по цене, поэтому следите на столбах всевозможных супермаркетов. Вот молоко в тетрапаках
которое хранится без охлаждения, стоит 2 лиры 10 курушей. Вот молоко, которое охлаждается. Вот, это называется гюнлюксют. И рассчитано оно для хранения не больше 4 дней. Даже 2 берет? Да, ага. 2 бутылки. Но есть еще и третий вид молока. Совершенно верно. Я бы взяла еще больше, если бы мне надо было. Но мы покупаем фермерское молоко у фермера. Он нам раз в неделю по пятницам привозит фермерское свое молоко. Здесь вы найдете ту информацию, которой нет нигде. Мы честно говорим и рассказываем о том, о чем не говорят или не знают другие. Ну а вот хозяйственный отдел. Лен, что это такое? Расскажи. Ну, товары первой необходимости, бытовая химия. Вот очень хорошее, натуральное, дуал, сабун, банное мыло. 2,55. Да. Хорошо. О, вот это вот очень интересная вещь. Вот расскажи, пожалуйста, я знаю, что это... Колония. Колония 80 градусов. Спирт? Спирт, натуральный спирт, только с запахом лимона. Такая лимонка. Да. Я знаю, что ей дезинфицируют руки, потом в автобусах дальнего следования даже ходят стюарды и так вот распрыскивают, чтобы шел аромат. Да, вот. да, и еще недавно узнал, ты мне рассказала, когда кто-то теряет сознание, что происходит? Да, вот мы нюхаем на шатырь, а турки нюхают колонию. Вон оно как. Да. Да, это приводит в чувство. Одну упаковку сока, мультифрукты. Отлично. О, какое разнообразие. Такие. Да, кстати, соки здесь такие вкусные. Так, ну все, мы покупали. Тут у нас 5 мешочков. Накупим еды на целую неделю, на 3 человек. Вот, на семью из 3 человек. На семью... Ребенок, мама, папа. Ребенок, мама, папа. И поможет Лена. Пошли. Идем. Лен, сколько мы на это потратили денег? 125 лир, 25 курушей. И если переводить это все в эквивалент килограммов, ну, по нашим скромным расчетам, где-то больше 10 килограмм еды. Вот. Ну что, я думаю, что результат налицо, мы все для вас выяснили. Надеюсь, что это видео вам понравится. Подписывайтесь, если еще не подписались. Во всех социальных сетях мы есть, ВКонтакте, в Фейсбуке. И надеюсь, что вы еще, если есть какие-то вопросы, нам их зададите. Ничего не забыл? Нет. Тогда пока, друзья. До новых